Ребята, всем большой привет! Всех с праздниками прошедшими! Ребята, много вопросов у меня под видео о эрозивном гастрите. Да, был период ремиссии, он был небольшой. И вот опять у нас праздники, застолья. В общем, опять обострение. Ну, не такое, как раньше, но все равно обострение. Что я могу вам сказать? Прошла я по записи к врачу, попала к своему. И она мне назначила такое не сильно сложное, но лечение. Опять лечение вновь. Не знаю, что там мой хеликобактер. Один анализ показал, что его якобы нет, но этот анализ, мне кажется, недостоверен, потому что я прочитала, что надо после того, как ты пропил ингибиторы протонной помпы, чтобы прошел месяц без них. И тогда будет это четкий анализ. В моем случае я на фоне приема ингибитора протонной помпы сдала этот анализ. И поэтому, я думаю, что поэтому он и показал, что ничего нет, что хеликобактер отсутствует. Что мне сейчас опять назначили? Мне сейчас опять ингибитор назначили на месяц. Потом еще какое-то лекарство, которое стимулирует перистатику кишечника, желудка и всего. И бактерии для кишечника. Ну, в общем, друзья мои, мы в процессе. Это, наверное, уже хроника такая, знаете, хроническое состояние. Сегодня меня спрашивали в комментариях, что для обезболивания. Мне ничего для обезболивания не прописывали, но там один препарат прописали на всякий случай. Ну так вот, если будет болеть, не на постоянном таком, не на постоянный прием, а именно вот в случае, если заболит. Как-то он называется, сейчас скажу. Сходила, посмотрела, у нас сегодня очень солнечно. Он называется Тримспа. Тримспа, но я еще никогда его не пробовала, я его и не купила. Потому что как бы мне достаточно ингибитора протонной помпы и как бы нормально. Ну, конечно же, друзья мои, ну, конечно же, опять диета, но как бы я с нее не сходила. Все равно все тушеное, пареное, ничего жареного. Вот даже оладьи пожарила, даже не пробую, потому что знаю, котлеты на пару или там в сковородочке с водичкой протушиваю. Ну, вот такая вот ситуация. Ну, наверное, ситуация такая у многих ребят после праздников. Я смотрела одну передачу, и там так интересно рассказывали, говорят, врачи на дежурке в новогоднюю ночь, значит, 12 часов тишина, час ночи тишина, 2 часа ночи уже начинают подвозить гастритчиков, ну, особенно с панкреатитом, с острым. В общем, ребята, надо очень аккуратно со всем этим. Ну, продолжаем лечение. Мне еще надо сделать КТ. Назначила мне доктор КТ, обследование органов брюшной полости. Единственное, что я не спросила, с контрастом надо сделать или без контраста. Надо, короче говоря, ребята, заняться собой. Хотя только и делаю, что собой занимаюсь. Ну, в общем, я так подозреваю, что это уже процесс хронический. У меня есть знакомая, подруга моя, которая в этом состоянии постоянно. Обострения у нее постоянные, весна-осень. Я говорю, что ты делаешь? У меня такого, этого не было, прям, чтобы вот так часто. Она говорит, я достаю схему свою, которую доктор прописал, иду в аптеку, покупаю по схеме, которая мне прописана, препараты, говорит, и пропиваю курс. И, говорит, конечно же, придерживаюсь диеты. И я вам скажу, что все-таки, ребят, диета все-таки в этом деле. Диета – это как основное. Вот только что-то там наешься. Вот в моем случае я не могу есть острое, кислое. И, кстати, ребята, вот шоколад, кофе провоцирует рефлюкс. Шоколад, кофе, крепкий чай, алкоголь, табакокурение. Получается, они расслабляют вот эти все мышцы, и сфинктер не смыкается, и идет заброс соляной кислоты в пищевод. И что мне интересно стало, знаете, вообще, так уже углубилась в этот вопрос, но не так, что прям по самые, но послушала видео, почитала. Очень многие люди страдают тем, что у них голосовые связки страдают, у них осиплый голос становится, они, значит, думают, что они
простыли, идут к лорам, а это, оказывается, ребят, так действует соляная кислота. Она вот, обжигая пищевод, доходит до связок и обжигает связки наши голосовые. И мы начинаем хрипеть, вот это вот все вот эти явления, храп, не храп, а хрипеть. Голос становится сиплым. И вот если есть такая вот причина у вас рефлюкс, 60% людей даже не замечают, что у них есть этот рефлюкс. Представляете? То есть, там что-то бэк, как бы вот так. Но я, видимо, раньше его не замечала, была в этих 60%. Но потом у меня случилось то, что случилось. И у меня это все обострилось. Я теперь прекрасно знаю, что у меня рефлюкс. И я заметила, да, если попьешь кофе и чай такой крепкий, то, конечно, не сдобровать потом. Шоколадки съешь кусочек. В общем, вот так, друзья. Так что всех обнимаю. Всем крепкого здоровья. Пишите свои комментарии, делитесь в комментариях друг с другом своими рецептами. Я как-то начала пить облепиховое масло, ребята. Но я не знаю. Вроде сначала мне показалось, что мне стало легче. Показалось. Наверное, показалось. Взяла этого холодного отжима. Легче, как бы проблема не ушла. И я пошла к доктору. Так что идите к доктору, ищите хороших гастроэнтерологов, делайте обследования, принимайте лечение. Надо что-то с этим делать. Потому что вот так жить и ничего не покушать, ничего не попробовать, это тяжело. Но я вчера, кстати, съела кусочек пиццы. Так боялась, потом думаю, ничего, нормально. Это на фоне приема лекарств. В общем, ребят, кушать надо, надо придерживаться, не есть того, чего нельзя. Но вы все прекрасно знаете, чего нельзя. Жирного, острого, сильно кислого, жареного. Не ешьте жареные пирожки, съешьте его печеный пирожок. Не ешьте жареную котлету, съешьте ее такую немножко пропаренную. Может, это временная мера. Будет ремиссия, будете есть жареную котлету. Но не злоупотребляйте. Конечно, жареное все вкуснее, а такое все, оно невкусное. Почему-то вот так. Почему-то вот пропаренное, оно не так вкусно, как прожаренное. Вот так мы устроены. Все, друзья мои, всех обнимаю, всех с прошедшими праздниками, всем мира и добра, главное всем крепкого здоровья. Будьте здоровы, будьте счастливы. Когда мы здоровы, вот цените здоровье, потому что когда мы здоровы, мы много чего можем себе позволить, можем полноценно жить. А когда мы не здоровы, то не здоровы. Все, друзья, всех обнимаю. Всем всего самого-самого наилучшего в этом наступившем новом году. Пока.